Привет, Би! Привет, Бом! Это Виталий. Это Эва. Что мы сегодня готовим? Ну, у нас поступило много комментариев к нашему видео, где мы показывали, как мы готовим традиционный азербайджанский плов. И в первую очередь они касались количества ингредиентов. Хотя мы предупреждали, что традиционный азербайджанский плов – это, собственно, специальным образом приготовленный рис. А все остальные мясные гарниры – это всего лишь приложение к рису. Но, учитывая пожелания, мы решили приготовить сегодня другой вариант азербайджанского плова. С гораздо меньшим количеством ингредиентов, Да, вам будет чтобы вас не проще. пугать. Вот. Этот плов носит название шах-плов. А знаешь почему? Почему? Дело в том, что шах-плов предназначался для повелителя страны. Поэтому его именем так и называли шах-плов. В дальнейшем это блюдо стали готовить самым почетным и близким гостям. И поэтому этот плов можно назвать королем всех пловов. Да. Или королевским пловом. Или королевским пловом. Но, во всяком случае, его подача вас удивит, и он будет достойным украшением любого праздничного стола. Что нам понадобится? Понадобится нам полкило риса, 300 грамм лука, 700 грамм нарезанных кусочков мяса. У нас сегодня это филе бедер цыпленка, а также сухофрукты, которых мы взяли по 100 грамм изюма, 100 грамм кураги, 100 грамм чернослива, 100 грамм фиников и 200 грамм каштан. Да, потому что мы очень любим каштан. Да, вы Очень можете любим брать каштан. 100 грамм, можете Нас- вообще их не брать, но мы очень любим каштан. Да, не, ну без каштанов плов Но не мы плов. каштановые. Да. Рекомендуем всем сериал посмотреть «Каштановый человечек». Кстати, Да, еще нам понадобится шафран, мы уже его заварили, растительное масло, ну и остальные секретики, как мы будем формировать этот плов, как мы будем его укладывать в кастрюлю, совсем по-другому, не так, как это было раньше, вы уже увидите в дальнейшем нашем видео. еще хочу обратить внимание еще раз, что все эти пропорции, они достаточно условны. Любите больше мяса, можете положить чуть больше мяса. Оказалось у вас, что мяса меньше, тоже не страшно. Не привязывайте себя к этим цифрам. Хотя, конечно, под видео мы дадим весь набор ингредиентов с их весами, так как использовали мы. Но еще раз, не бойтесь экспериментировать и делать как-то по-своему, как вам больше нравится. Ну и курочку можно также заменить бараниной или говядиной, и кроликом, чем угодно. Все, что есть в вашем рационе, в вашем холодильнике, и то, что по вашему индивидуальному вкусу. А теперь поехали. Поехали. Рис заливаем горячей водой, градусов 60, и убираем в сторону минут на 20. А мы пока займемся мясом. На сухую разогретую сковороду выкладываем куриное филе. Помешиваем, чтобы все кусочки как следует равномерно прожарились. Добавляем соль по вкусу, чайную ложечку куркумы без горки и перец по вкусу. Все как следует перемешаем, чтобы все кусочки курицы окрасились куркумой. И перекладываем в отдельную емкость. В ту же сковороду заливаем 4 столовые ложки растительного масла. Масло можно использовать любое, главное, чтобы без запаха. Высыпаем нарезанный лук и тушим его до тех пор, пока он приобретет коричневый оттенок. Теперь закладываем сухофрукты и каштаны. Заливаем кипятком примерно 100-150 мл. Как следует перемешиваем и тушим минут 10. Выкладываем нашу курицу
И тушим уже все вместе на огне минут 5-7, периодически перемешивая. Жидкость должна полностью выпариться. Закрываем крышкой и убираем в сторону. Наша мясная составляющая плова готова. Вскипятим воду. На наше количество риса нам понадобится литр воды. Соотношение воды и риса 1 к 2. На 2 кружки риса 4 кружки воды. Пока вода закипает, промоем рис под проточной водой. Промываем тщательно несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Как только вода закипит, засыпаем 2 столовые ложки соли и высыпаем рис. Рис в воде закипел, дадим ему минут 7-10 дойти до полуготовности и откидываем на дуршлаг. Итак, дорогие друзья, все компоненты нашего шах-плова готовы. Курочка с сухофруктами, с каштанами, рис, шафран, масло, лепешки. Сейчас вы увидите для чего. И, собственно, кастрюлька или казанок, куда мы все собираем. Начинаем? Начинаем. Даешь добро? Поехали! Он сказал, поехали! Обращаю внимание, что масло – это растопленное сливочное масло. Мы растопили 50 грамм сливочного масла для того, чтобы смазать стенки нашей кастрюли. И мы смазываем в достаточной степени обильно. И нижнюю часть кастрюли, и все боковые поверхности. Не обязательно, чтобы ушло все 50 грамм масла. Абсолютно. Главное, чтобы наши лепешки не прилипли к краям кастрюли. Поэтому Можно и сами лепешки смазывать. можно и маслом. сами лепешки смазывать, но я предпочитаю делать это так. Мы сейчас будем складывать, все укладывать наши блюда. На всякий случай я на дно кладу всегда 2 лепешки. Для чего? Что если вдруг первая Лепешка подгорит. лепешка подгорит, у нас есть запасная. Поэтому мы на дно кладем лепешку. Ее чуть-чуть тоже промасливаем, слегка. Потом кладем вторую. Ну, кстати, про лепешки. Мы взяли обычные тортильи, которые Готовые. продаются готовые в магазине. В принципе, можно брать, и в Азербайджане чаще берут Лаваш. тонкий лаваш. А можно делать самому, как Да. мы это делали, когда готовили Кутабы из У лишнего нас теста. остались обрезки, и мы сделали. Все, дно мы уложили Кстати, ссылка на наше видео с кутабами тоже есть в описании. в описании. Вот. А дальше мы вот так вот будем делать заворот, который тоже нам пригодится для того, чтобы закрыть наш плов. И так по кругу. Плотно укладываем наши лепешечки. Того у нас ушло 7 лепешек. 2 на дно, 5 вот так вот на краюшке. Все, мы их уложили. Ну что, теперь закладываем. Да, вот такая у Рис. нас получилась основа. Ее не смазываем маслом Мы ее дополнительно? не смазываем маслом, потому что у нас сюда пойдут все эти ингредиенты. Мы кладем половину риса, который у нас в итоге получился. Рис очень рассыпчатый, прекрасный. Половинку нашего шафрана
заливаем на рис. А дальше, друзья, смотрите, мы выкладываем сюда все наше мясо. А теперь мы кладем оставшуюся часть риса. Так, Ну, заливаем шафраном. оставшимся шафраном. Немножко буквально масличко. И закрываем наш рис. Закрываем крышечку, чтобы рис весь был покрыт лепешками. Вот так. И смазываем маслом. Вот такой, друзья, у нас получился полуфабрикат. А теперь ты спросишь, что мы будем дальше делать? А теперь я спрашиваю, а что мы будем дальше с этим делать? Можно сразу кушать? Нет, Я так и думал. мы сделаем таким образом. Вначале мы кастрюльку закроем крышкой и положим на нашу плиту на средний огонь, Для чего? чтобы у нас прижарились нижние части кастрюльки. И наши лепешки стали румяными. А потом мы эту кастрюльку уже без крышки положим еще минут на 20 в разогретую духовку, чтобы у нас подрумянилась верхняя часть нашего шах-плова. Как тебе такой план? Поддерживаю. Подходит? Подходит. Как будто я мог отказаться. Ну давай. Ну Мы что, достали наш наш прекрасный красавчик. хан-плов. Сейчас будем его извлекать. Что, опять будешь фокусы показывать? Ну да. Ну как давай водится. попробуем. Посмотрим, Но мы как у него предупреждали, если подгорело снизу, у нас там двойное дно. Мы не виноваты. Так. А чуфыр-муфыр? Фокус-покус и... Уа! Так. Ну, подгорело верхний. Чуть-чуть, да, передержали. Ну, сейчас мы будем делать следующим образом. Вот эту первую Корочку снимем. корочку снимем. Аккуратненько. Ну, такое бывает, ребят. Поэтому мы перестраховались. Видишь, как мудро мы поступили. Вот. Отлично. А теперь смотрите. Вот такой плов называется шах-плов. Красивый, румяный, в хлебе. А теперь ты меня спросишь, а что же дальше? А что же дальше? Спрашиваю я. Отвечаю и показываю, что мы делаем дальше. Ну, вы уже видели, что первоначальный его вид достаточно красивый. Такой пирог. Но надо же его как-то кушать. Поэтому мы его безжалостно режем. Сперва пополам.
Все, мельче? Нет, что же, что делаешь? Ну, если мелочи не получится. Нет, он получится, только так, мне кажется, красивее. Посмотрите, друзья, какая внутри ароматнейшая, вкуснейшая получилась начинка. Ну что, по традиции, мы должны попробовать. Дегустаторы с ложками. Так, я тебе Ну, покажу. по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, аромат стоит Да, шикарно. правда, то правда. Супер. Держите. Так. Приятного аппетита. Горяченький какой. Горячий, конечно. Он же пропарился в тесте. Вот так вот безжалостно отрезаешь себе шкурку, хлебушек. Ну как шкурка? Не подгорела? М-м. Попробуем. Очень вкусно. Шикарный получился букет. Сухофрукты, каштаны, мясо. Все Не прямо поймешь, что там курица. пропарилось, пропиталось ароматами шафрана, масло сливочное, да, которым мы смазали нашу кастрюлю, дало тоже свой аромат, запах. Говори. Ну как тебе? Все. Мясо идеально мягкое. Все сухофрукты. Все приготовилось полностью. Недаром на Востоке самых дорогих гостей, самых почетных таким пловом угощали. Теперь, понимаешь, ты проникся. Мне все понравилось. Неужели? Да. Как ни странно. Ну, в общем, можно сказать, что плов удался, несмотря на то, что мы чуть-чуть передержали на плите. Вместо 10 минут подержали 15, но это не испортило нашего блюда. Мы заранее предупреждали, что двойное дно всегда залог успеха, чтобы Да, чтобы не опозориться чтобы перед гостями. почетными гостями. Вот фишка наша удалась. Ну что, спасибо за просмотр. Надеемся, что вы тоже попробуете приготовить этот королевский плов. Повторите наш эксперимент. Приходите к нам на канал, подписывайтесь, получайте удовольствие. До свидания, друзья, Пока. до новых встреч. И пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы попробовали приготовить для вас. До свидания. До свидания.